Проиграет тот, у кого окажется меньше терпения, меньше выдержки, больше капризов. Кто такими вещами занимается в украинском правительстве? Это молодые люди, у которых мышление совсем не совпадает с мышлением генералитета. Вот те чертежи, дальше сам. Всем привет, с вами снова Шаряев и Шаряев. Это канал, на котором я, журналист Евгений Шаряев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Шаряев. Обсуждаем последние события, все, что связано с фронтом. Здравствуйте, рад вас всех приветствовать. На истекшей неделе произошло немало таких важных событий, в том числе имеющих стратегическое значение. Мы это обсудим. Ну, конечно, украинские и российские карты, отображающие положение на линии фронта, близнецы-братья. То есть российские стремятся в большинстве своем закрасить как можно больше авансом в пользу российской армии, и потом мы ждем иногда месяцами, когда этот аванс воплотится в реальность. А украинские прямо наоборот отказываются видеть реальность и открашивать свои украинские, так сказать, территории. С двухмесячным запозданием. Да, если в двухмесячном, но полугодовой даже бывает. И вот мы сегодня попытаемся нащупать какой-то баланс. Начнем с официальной статистики Российского Министерства обороны. Начальник Генштаба Герасимов объявил, что в июне было взято под контроль 29 населенных пунктов или 636 квадратных километров территории. Ну а за неделю российские военные заняли населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка и Петроивановка в Харьковской области, в ДНР. Это Васильевка, ну и, конечно же, Константиновка, о которой, наверное, в первую очередь сейчас надо поговорить. У нас получился своеобразный анонс в прошлый раз, поскольку объявление о взятии Константиновки было сделано уже после записи. Не просто после записи, а прям почти в ночь на субботу, но уже не было возможности прокомментировать конкретно. И потом, после этого, в течение недели бушевала целая медийная битва. Значит, украинское командование и политики категорически опровергали, что Константиновка занята. Российские, значит, настаивали на этом. Зеленский вызвал Путина в Константиновку навстречу. Значит, Путин сделал гораздо умнее ход. Он предложил Зеленскому забрать тела своих солдат из Константиновки, убитых. И тут сразу все стало на свои места. Да? Я могу сказать так, что, конечно же, можно было объявить о занятии Константиновки недели раньше, недели позже, потому что сам процесс не имеет четкой временной структуры. Он медленный, размазанный, и там, если уж по домам пошли считать, то это дом туда, дом сюда. И в основной своей части можно сказать, что если опираться на показания источников, настоящих там фронта, конечно, Константиновка занята в подавляющей своей части. Но есть два квартала на севере, которые еще предстоит зачищать. И в самой Константиновке остались сверхмалые группы украинских бойцов. Их совсем немного. Но, тем не менее, да, они тоже из закрытых помещений сделали некие репортажи, обращения, что они там находятся, для украинской стороны отдельно. Мы отдельно про это еще скажем в части, когда будем обсуждать результат саммита НАТО, потому что это все сделано к этой дате, я имею в виду само объявление. Можно было и позже объявить, дождаться уж, когда в конце концов все там зачистят и так далее, но не стали ждать, объявили раньше. Практически внушительные цифры, которые в своем выступлении командование российское огласило, это количество выкопанных траншей, там, инженерных сооружений, многие-многие километры, как все это было сделано, то, в общем, соответствует действительности. Действительно, Константиновка была превращена за долгие-долгие месяцы ожидания в настоящую фортецу. И поэтому это были не просто там бои в городской застройке, а далее просто сложная очень операция по ее занятию. Очень сложная. Такое ощущение, что Константиновку взяли без такого длительного подготовительного периода, как был взят Покровск с Мирноградом. Да. Ну, я бы сказал так, что... А кто больше по населению? Константиновка больше, значительно больше. Это 78 тысяч довоенного населения.
Это крупный промышленный центр. Несмотря на то, что звучит как будто село какое-то, там полноценный город. Вот. С другой стороны, под Константиновкой российские войска стояли уже очень давно, в отличие от Покровска, к которому подбирались долго. Да, но у Константиновки был гораздо короче вот этот последний решительный период. Да. Когда ее заняли, раз и все, так сказать, объявили. Вот этот период действительно в Покровске это очень медленно, не спеша все развивалось. Да, в Константиновке все быстрее. Но тактику осваивают, конечно, ее меняют и осваивают командующие. Поэтому здесь использовали прежние наработки, сами канализационные сети, которые позволяют передвигаться под землей достаточно безопасно. В каждом городе используются, да. Они просто десятки километров в Константиновке. Вот, десятки километров. И была еще и подземная война. И среди занятых инженерных сооружений, которые российская армия заняла, есть подземные заглубленные пункты управления, связи, там выстроено все всерьез. А от самого города, конечно, он как именно от города уже мало что осталось, потому что вот эта тактика, инфильтрация малых групп, накопление резкого захвата, она сочетается с непрерывной поддержкой авиации, то есть использованием этих планирующих авиабомб. Без этого ничего не будет. Это единственное средство, которое позволяет действительно прям двигаться внутри городов. И если бы не вот преимущество России в артиллерии и авиации, то, конечно, вся эта идея вот, киллзоны украинская, она бы, наверное, сработала. Но сейчас российская армия реально может двигаться. Вот она продемонстрировала это. Но поскольку это все очень не спеша, ну вот, наконец-то объявили взятие Константина, который и так все уже ждали. Вот не сегодня, завтра Лиман возьмут. Это не производит такого впечатления на политиков и на публику. Группировка войск «Север» в Сумской и Харьковской областях, вот на самом севере, движется очень неспешными такими продвижениями, почти незаметными, и вроде как внимания не обращают. Не афишируя особо свою деятельность и так далее, генерал Никифоров продвинулся за линию укреплений, серьезную линию, инженерно оборудованную хорошо, по точкам Шестеревка, Белая Колодец, Лозовая. И в результате зашел в тыл группе войск украинской, частям украинским, которые скопились в районе Белого Колодезя. То есть тот же самый трюк, о котором мы многократно рассказывали нашим зрителям, когда наступала активная группировка войск восток на юге Запорожской области. Пересекается в одном месте линия укреплений, потом группировка разворачивается и параллельно ей движется в тылу у противника, уже преодолев эту линию укреплений. Вот здесь мы сейчас видим ровно то же самое. Тактический прием, но многократно повторенный. В результате, вообще-то, Никифоров выполняет свою роль-то, отвлекать резервы на себя. Вынужден Сырский туда перебрасывать резервы, потому что вот такие вот успехи. А, конечно, это не создание зоны безопасности, пока никакой, у него другая функция. Он должен на себя выманивать украинские войска. Немного южнее, в Купянске, группировка войск «Запад» продолжает активные боевые действия в районе, большом районе Купянского узла. Я могу констатировать, что на этой неделе практически исчез плацдарм ВСУ на восточном берегу Оскола. Просто был и исчез. То есть никаких там окружений, ничего, о которых там докладывали на совещаниях, я не вижу. Просто украинцы, видимо, не имея сил сопротивляться, на плацдарме вышли за Оскол, и плацдарм схлопнулся. Но я имею в виду именно сам Купянск. Южнее в Купянске узловом. И рядом еще Ковшаровка, да. И вот между Купянском и узловым Ковшаровкой тоже здорово похудел этот. Ну там самое основное. Да, точно. Он похудел довольно здорово, но он остается. И движение есть на западном берегу Оскола, то есть в самих кварталах Купянска городских. Туда возвращается российская армия.
все больше и больше вот сверхмалых групп начинают туда проникать, то есть забирают все назад. Как бы. И особого сопротивления таких боев отчаянных, которые были зимой, там их нет. То есть совершенно очевидно, что Драпатый, который отвечает за этот участок, украинский генерал, вынужден оттуда снимать был резервы и перебрасывать на север. Вот, о котором мы только что говорили, напротив генерала Никифорова российского. То есть это прямое следствие. Отступление из Купенска началось уже не первую неделю. Оно идет планомерно. Это не бегство. Это прямо вот запланировано специальное мероприятие. Отступление из Купенска неспешно, потихоньку. Они... Самое правильное слово, я думал, как это назвать. Пятятся. Пятятся. Соотношение сил в этом слоеном пироге внутри городских кварталов некоторых таково, что оно не позволяет объявить вот в ближайшее время о полном занятии Лимана, как это произошло в Константиновке. Еще пока не позволяет. Хотя много кварталов, которые уже прям уверенный контроль российской армии, тем не менее пока нет. Там идут городские бои, но с несколько меньшей интенсивностью, чем раньше. Как бы. И источники сообщают о начавшемся отходе украинских военных из района Часового Яра к северу от Константиновки. Мы об этом много раз говорили, что там есть кусочек, за который они зацепились. Вот оттуда даже начали выходить уже операторы дронов. А это важно, потому что они главные действующие лица. Они практически с тыла наносили удары по Константиновке, по наступающей группировке. И большое содействие оказывали своим товарищам, которые там сопротивлялись. Этот отход из Часового Яра еще не закончился, но он уже начался, и мы его предрекали, потому что практически невозможно сидеть под Часовым Яром, когда Константиновка уже пала. Не говорили и про положение в Степногорске, в районе действия войск, подчиненных Михаилу Теплинскому. Да. Михаил Иванович в тяжелом положении. Идут еженедельно очень небольшие такие тактические продвижения украинской армии, но еженедельно, прям буквально, как вот на севере Никифоров наступает, украинец, так же точно украинцы наступают на группировку войск Днепр. И, в общем, можно вот за эту неделю сказать, что Степногорск практически утрачен. Остались буквально очень небольшая часть южная часть, очень небольшая часть на юге Степногорска, которая находится под контролем российской армии. А какой цель будет дальше у украинских войск, если, допустим, они смогут взять Степногорск? Что они преследуют? На самом деле сил-то особых для этого нет, но разговоры идут, что во взаимодействии с силами беспилотными войсками, которые наносят удары по Крыму, развить наступление в сторону Крыма или вдоль Днепра дойти до Запорожской атомной электростанции, захватить Энергодар. На это, конечно, сил нет. Тогда зачем? По крайней мере, движение обозначено. Идем вот туда. Это самое настоящее контрнаступление с целью сорвать наступление российской армии на направлении главного удара в Донбассе. То есть, как вот из-под Купенска Драпатый вынужден войска забирать на север, также точно ожидают, что и Генштаб России возьмет какую-то часть войск и перебросит на помощь группировке войск Днепр. И, кстати говоря, Восток тоже. Да? То есть в Запорожскую область бросит какую-то часть и все уравновесится. Но этого не происходит. У группировки войск Восток на довольно-таки приличном фронте есть два участка. На одном с севера идет наступление, по крайней мере, попытки продвижения постоянной украинской армии, которая там дошла уже почти до Комара. А южнее сама группировка войск Восток движется на Любицкое в сторону Орехова, так скажем, да, от Воздвижевки. Посередине, между этими двумя проблемными зонами, одна для российской армии проблемная, другая для украинской, стоит населенный пункт Терноватый, знаменитый, потому что он прикрывает правый фланг наступающей ореховской группировки. Если его взять, там в очень опасном положении сразу все окажется. Вот такая непростая ситуация группировки войск Восток.
которые одновременно должны еще и наступать, и еще и отбиваться. В общем, подводя итог этого всего обзора положения на фронте, я хочу сказать, что как никогда высветилось правило, что резервов не хватает никому. Не может российская армия одновременно эффективно действовать в Запорожской и Днепропетровской области. У группировки войск Днепр забрали еще давно-давно, задолго до этих событий, приличное очень количество боеспособных частей для наступления в других местах, от чего, собственно, он и пятится. Ни одна из армий не может себе позволить сразу везде быть хозяйкой положения. Но если резюмировать, в общем, то, несомненно, на подавляющем большинстве участков действительно российская армия продвигается, а украинская армия пятится. За исключением той самой зоны, о которой мы сейчас с тобой говорили, Запорожской и Днепропетровской, где, в общем, оспаривают силы друг у друга. Ты хотел отдельно отметить удары по НПЗ в Саратове, Кстове, Омске, Нижнекамске. Да, особенно в Омске. Самые крупные российские НПЗ, который еще пока не подвергался ударам. На него устроили налет с абсолютно неизвестными результатами. То есть мы не знаем. И, кстати говоря, скорее всего, и украинцы тоже не знают. И это наружу не выплыло. То есть никто не знает, сколько этот завод после кратковременной остановки, всегда бывает кратковременная остановка, для того, чтобы оценить результаты удара и решить, дальше выпускаем или быстрый ремонт, где надо сделать и так далее. Оценка ситуации, она требует остановки. Власти еще 3 регионов признали, что на их нефтяные объекты топливные совершили налеты за эту неделю. Свидетельствует о том, что ситуация динамичная, что выпадающие те самые мощности в результате налетов нефтепереработки, нефтехранения должны быть закрыты импортом откуда-то из-за границы. Из Беларуси, из Индии, из Турции, это не важно. Самое главное, что ситуация с явной тенденцией к ухудшению. Ждали ли налет на Омский завод? Конечно, ждали. Ждали однозначно совершенно. Тем не менее, уж я не знаю, по руслу Иртыша они прошли до Омска, эти беспилотники, низко, так что локаторы не увидели, или еще каким-то образом, но они своего добились. Значит, соответственно, мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но планирующие органы обязаны исходить из самого худшего варианта. Так устроена военная наука. Надо всегда предполагать самое ужасное. Ни в коем случае генерал не может быть оптимистом. Генерал всегда ужасный пессимист. И сюда же мы добавим удары ВСУ по электротехническому хозяйству Крыма, перебои с электроэнергией. И, кстати, крымчане, которые выезжают через мост на материк заправиться, их там на материке стоят в отдельные крымские очереди. То есть бензозаправка, местные заправляются, а это крымчане. Так решили дело. Частью этой стратегической кампании по ударам вглубь России является создание боязни упустить момент ажиотажа. Ажиотажный спрос создается, да. Сейчас точно можно сказать, прошел месяц, когда все стоят в очередях, и это уже не ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос, он кратковременный. Если ты его насыщаешь какими-то, продуктами, он спадает. Все. Значит, уже эти танкеры, которые из Индии идут с топливом, их никаким ажиотажным спросом ты не объяснишь. Все, этот фактор ушел. Значит, дальше поддерживается стратегическая кампания просто ударами по НПЗ. На море, как мы знаем, не всегда прибегаются к катерам беспилотным. Есть и воздушные атаки. В Азовском море на российские корабли был совершен налет. Пройти под мостом Крымским в Азовское море они не могут. Там сцепленные между собой боновые заграждениями огромная цепь из барж
стоит. Вот. Но беспилотники средней дальности на 150 километров, которые летают на излете уже своих возможностей, да, они действительно достают до Азовского моря. Танкеры не получили критических повреждений, которые, ну, в подавляющем своем большинстве, которые выводят их из строя. Картина существенно отличается от той, которую распространяют западные медиа с опорой на видео, которое им передало ВСУ. Во-первых, в первый же день, несмотря на то, что они подверглись ударами, 6 кораблей пришло под разгрузку, и в Крыму появилось топливо. Всего лишь 2 вернулось в Ростов-на-Дону. Ну, это серьезное отличие, потому что утверждалось, что они уничтожены. Потом такая есть особенность. Дроны снимают 2 камерами обычную съемку и в инфракрасном свете. Так вот, в медиа украинцы передали съемку в инфракрасном свете именно. Ну, потому что инфракрасная съемка фиксирует не открытое горение, а весь объем горячего воздуха над очагом. То есть он в разы больше, в разы просто создается очень мощная картина, и это влияет на зрителя очень серьезно. Ну, обычно-то глазом мы видим совершенно другое. Там пожары были меньше. И ясно, что теперь уже это не попытка пресечь поставки топлива в Крым. Оно все равно идет. А это попытка полностью парализовать судоходство в Азовском море вообще. Ну, то есть для меня это прям пункт, наверное, может быть, главный пункт плана Зеленского по принуждению Путина к переговорам в течение 40 дней, о котором он объявил. Но надо тоже понимать, что все-таки боевая часть дронов FP-2, которые участвуют в налетах, она не приспособлена для борьбы с кораблями, совсем не приспособлена. Это не то морское оружие, которое прямо топит корабли. До сих пор не потопили ни одного танкера. Это о чем-то говорит, да, при таких массовых налетах? Ни одного. Сразу же мы должны вспомнить тот самый случай, мы рассказывали о нем вот нашим зрителям, про танкер, который возил сжиженный газ Арктик Метагаз, владельцу, ну, Газпром, да, нарисовали маршрут ему прямо через эту зону, где украинцы постоянно, значит, атакуют танкеры. Но потом изменили его очень быстро. Потом сразу изменили. Но для этого пришлось выдержать потерю целого танкера. Сгорел же, 2 недели там его носило по морям. Ну и ответные удары, тогда нужно этому посвятить тоже небольшой кусок. Конечно, за эту неделю надо отметить массированный удар по Киеву. Он отличился тем, что по заявлению самих же военных украинских, не сбита ни одна ракета. Все попали в цель. Потому что закончились эти вот зенитные ракеты, которые Зеленский все время ездит и пытается раздобыть за рубежом. И эта часть была его визита в Анкару, где он там принимал участие в этих мероприятиях саммита НАТО, в том числе и за этим. Ответная кампания России, конечно, существует. Она традиционная, ничего не меняется. Это... Ну, помимо бензовозов, АЗС. Ну, АЗС вот за эту неделю уничтожали в среднем, я посчитал, получилось 7 штук в день. Ну вот, если все вместе взять, то на сегодняшний день число уничтоженных АЗС уже приближается к 300. Как мы говорили, все 5000. Ну, это немного. Но для левого берега это уже существенно. Угу. А уж если говорить про вот эти области, которые прям вдоль фронта, это прям прилично. Поэтому появились видео с очередями. Ну, да. Людям не хватает автозаправочных станций, потому что многие из них уже сгорели. И они вынуждены выстраиваться в очереди. Вот. И, конечно, железнодорожные составы. Украинцы стали прятать железнодорожные составы. Вот любопытный этот момент. То есть подходит состав куда-то там, к какой-то станции. Раньше вот он подошел, все под разгрузку. Теперь так, подходит, тут же отцепляет от него электровоз, его тепловоз, и сразу его куда-то стараются завести. И знаешь, куда стали заводить? Под мосты. Угу. Чтобы раз сверху его спрятать, хоть как-то. Ну, не бог весь какая маскировка, ну, пытаются, как могут, пытаются скрыть. Единственный вариант – это его отцепить и сразу в обратный путь отправить. В обратный путь, чтобы он там несся куда-нибудь на Западную Украину и там отсиживался. Вот таким вот способом.
Поскольку как раз-таки в Запорожской области уже тоже существуют очереди из-за нехватки топлива, там, очевидно, гражданские люди. Что делать? Да, вот ты знаешь, машины в очереди становятся все на заправку. Рядом с этим огромным баком с бензином туда влетает беспилотник. Взрыв бензозаправки чреват, разлив бензина, чреват гибелью прямо в огне какого-то количества гражданских людей. Просто, понимаешь? Вот одно дело, когда дрон в пустую бензоколонку летает ночью, а другое дело, когда бензоколонка уже не бывает пустая, там всегда очереди, потому что другие все сожгли. И вот когда очередь непрерывная, выбрать момент для атаки уже невозможно. Хочешь, не хочешь, бомби вместе с людьми. А она, в общем-то, считается объектом двойного назначения, потому что все бензоколонки однозначно вдоль вот этой границы, линии фронта, Запорожской области и далее Днепропетровской области, они все участвуют в снабжении вооруженных сил Украины топливом. И вот как быть в этой ситуации, такая задача. Я не собираюсь ее сейчас никак решить на ходу, но я просто говорю, что возникает вот эта проблема. Она возникает, реально совершенно. Я понятия не имею, как там командование к этому отнесется. Я не знаю, конечно, как будет работать в таком случае ПВО антидроновое, но теоретически можно предупреждать о намерении уничтожать, как, например, делает Израиль с палестинскими объектами. Израиль с палестинскими объектами слабо предупреждает. Он бомбит кого хочет, и гражданские там гибнут в невероятных количествах. Да. А вот есть пример более достойный. Это бомбежки Югославии, где американцы часто, во-первых, они первые перешли на ночные бомбардировки, чтобы не было людей на улицах, чтобы случайными осколками там никого не сказать. Это, кстати говоря, американское изобретение. Тактическое. И, во-вторых, они очень часто предупреждали заранее об ударе по какому-либо объекту с тем, чтобы люди ушли оттуда. Может быть, предупреждать заранее, сбрасывать листовки, что в такие-то дни на этом участке будет огромное количество ударов, разбегайтесь в разные стороны, мы не виноваты. Вот. То, что многие тебя спрашивали еще во время стрима, это саммит НАТО в Анкаре. Трамп воодушевлен успехами Украины, в частности, пообещал лицензию на производство Patriot. Сразу этот вопрос закроем. Лицензия предполагает строительство завода, найм рабочих, освоение технологического цикла сложного, заключение договоров с поставщиками. Очень надолго. Между прочим, лицензия на производство есть у поляков. Но, может быть, наши зрители не знают, и я тебе рассказываю, что когда состоялся развал Советского Союза, по промышленному потенциалу Украина относилась к Польше как 2 к 1. Сегодня Польша в 2 раза сильнее Украины. То есть поменялось соотношение, понятно? Но когда-то Украина была мощнее Польши прям неизмеримо. Тем не менее, у Польши зато значительные проблемы с демографией. Несмотря на то, что страна-то не воюет. Не только у поляков, у многих там проблемы. Нет, у Польши особенно сильно, несмотря на их запреты абортов, на их все вроде бы сильную религиозность. Самая страшная проблема с демографией сейчас у Украины. Это в том-то и дело. Я про это даже и не говорю, а у Польши тем более. Да, нет, я согласен, абсолютно. Абсолютизировать ничего нельзя. Но, в общем, в промышленном отношении, по подготовке инженерных кадров, по их наличию сейчас, по всему, поляки, конечно, превосходят Украину, без сомнения. И им построить завод по производству этих ракет Patriot проще, чем украинцам. Это однозначно. Поэтому, да, ты правильно так показал рукой. Это очень отдаленная перспектива. Лицензия у тебя есть? В общем, я бы так это сказал, назвал. Вот те чертежи, дальше сам. Трамп, совершенно очевидно, как и многие, кстати, американцы, терпеть не может лузеров. То есть проигравшие – это не те люди, с которыми надо связываться. Есть прямая цитата. Он сказал, что это, удары по НПЗ российским, это эскалация. И это хорошо. Потому что эскалация приведет к заключению мира. То есть предполагается не только Трампом, даже в канцелярии
премьер-министр Великобритании, похожий сигнал оттуда исходит, да, и другие политики также высказывают. Ну, предполагается, что вот этот результат, топливный кризис, который наверняка будет усиливаться еще, он приведет Путина к решению остановиться и прекратить военные действия. Все, вот на этом все закончится. Я пребываю в убеждении, что это недостаточная причина, то есть это обстоятельство важное, но оно не приведет ни к какому мирному соглашению. Это пока еще рано об этом говорить. Про Патриот ты уже сказал. Патриот ты уже сказал. Постепенное, неспешное продвижение в Донбассе, оно не производит такого впечатления. Ну, знаешь, там собрались в Анкаре политики, не генералы. И им важнее действительно такие зримые вещи, которые можно пощупать руками, как, допустим, топливный кризис. Вот это они понимают. Да, все. И то, что взята Константиновка накануне прямо было объявлено этого съезда в НАТО, на них такого впечатления не произвело, на самом деле. Этому хочет Владимир Путин, верховный главнокомандующий, не хочет. Но если он хочет изменить опять позицию Трампа, он должен продемонстрировать какой-то мощный успех. И Трамп перейдет на его сторону. Вот я так вижу характер этого человека, американского президента. Когда мы обсуждаем гипотетическую передачу лицензии на производство противоракет для Патриот, надо обязательно сказать, что сейчас в Европе, ну и в Америке в меньшей степени, идет процесс такой многообразный, в нем много эпизодов, который я называю стратегический план передачи технологий. То есть изначально было понятно, что чтобы не входить в конфликт, который может закончиться ядерной войной, западные страны не могут предоставлять украинцам оружие настоящее, мощное, которое бьет на большие расстояния и способно, так сказать, приносить ущерб стратегическим каким-то объектам на территории России. И вот этот план, он в себе заключает передачу технологий, строительство этих вооружений уже самим украинцам на территории Европы в рамках украинско каких-то европейских совместных предприятий. Ну, то есть я тебе не могу дать ракету «Томагавк», да, а давай я тебе передам систему управления, двигатель, я тебе расскажу, как она устроена, ты сам что-нибудь такое построй, вот как «Томагавк», и используй. И вот на днях стало известно, что эта ракета «Фламинго», она использует систему наведения французской знаменитой военно-промышленной группы «Сафран». Она, кстати говоря, авиационные двигатели делает для российских гражданских самолетов. Это очень серьезный партнер. Ничего украинские инженеры не могут этому противопоставить. Такого близко нет. Это самые настоящие высокоточные системы, которые используются в самом современном вот оружии. Да, пожалуйста. Вот тот самый скальп. Вот. И таких утечек становится все больше и больше. И вот уже и Трамп лицензию дает. И сейчас просматриваются такие заходы, как бы украинцам передать технологии на производство двигателей твердотопливных. Все это, ну, якобы украинские инженеры сами делают. На самом деле, вот, случайно узнали, что ракета, которая давно уже летает и даже попадает куда-то там в Чебоксары или в Волгоград, использует систему наведения французского военно-промышленного комплекса. Вот я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим еще и украинскую, так называемую, украинскую баллистику. То есть ракеты, которые летят по баллистической траектории, ну, что-то типа комплекса «Искандер». Такой, ну, вот один, которые якобы сделаны вот украинскими инженерами. На самом деле полностью построены на европейских технологиях. И это серьезный вызов. Российской армии предстоит столкнуться с тем, что по городам полетят, вполне возможно, в небольших количествах вот такие вот новые ракеты. В общем, построить себе большой завод для производства таких ракет, ну, типа как вот в Воткинске стоит, Украина не в состоянии. Все-таки это будет небольшое количество.
Но в таком случае это предполагается, что конфликт будет еще очень долго идти, если они будут строить это все. Или же ты имеешь в виду, после заключения, теоретического заключения перемирия, Украина начнет это строить уже в мирное время? Ты знаешь, ты абсолютно прав. Но дело в том, что в таком случае условия перемирия должны будут включать запрет на строительство подобных объектов. Да, точно, совершенно. Ты абсолютно прав. Вот это разговор идет скорее больше о более дальней перспективе, потому что представить себе, что они построят такой завод прямо вот сейчас, вот, и построят современный там украинский томагавк. Я не представляю, нет. Скорее... Да, я и говорю, даже в условиях перемирия должны быть тогда со стороны России выдвинуты условия, при которых она не сможет так сделать. Да, должны быть учтены такие вещи. Ну, по крайней мере, на этом будут настаивать. Чем там закончится это все, мы не знаем. Но настаивать на этом наверняка будут. Но вот такой стратегический план. Ну, в общем, для меня главной интригой этой недели является противостояние Зеленского и Залужного. Зеленский возвращается с саммита НАТО, в общем, в хорошем настроении, получил сверх обещанного еще 10 миллиардов евро, со всеми замирился, и Трамп обещал ему лицензию на ракеты зенитные и так далее. И везде называется победителем. Ну, по крайней мере, так о нем пишут. И вот выходит статья Залужного. Очень квалифицированные военные, с которыми я поговорил, действующие, оценили эту статью как, в общем, правильно написанную, сбалансированную. Она написана военным языком, хотя она вроде бы для широкого читателя. И в этой статье Залужный прямо вот оспаривает статус победителя Зеленского. Он говорит: Зеленский, ты не победитель. Подожди, ты торопишься. И там прям в этой статье четко прописывается, победила ли Украина или победила ли Россия. В том смысле, что Россия не достигла еще пока заявленных целей, она не победила. Означает ли это, что она проиграла? Тоже нет. Так же точно, как и Украина не в состоянии отвоевать свои территории, абсолютно не в состоянии. И в этом смысле она вовсе не победитель. То есть надо все-таки дождаться конца, что будет. А сейчас положение такое, что это многочисленные статьи в прессе, комментарии такие ликующие и так далее, все-таки надо рассматривать как эйфорию. И вот Залужный столкнулся с Зеленским, ведь только что недавно пресса сообщала, что он в личной беседе сказал ему, что он будет выдвигаться на президента Украины. А это два сильных человека. Это просто максимально типичная ситуация, примера оптимист против реалиста. Да. Но вот мои источники, они на стороне Залужного, потому что он реалист. Лето это уже с собой ознаменовало новую жизнь для страны. Все началось с Киева, но сейчас все мы столкнулись с проблемами с топливом. Явно это надолго, никуда это не денется. И, это понятно, что стратегия Украины для того, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры на выгодных для нее условиях, для Украины. Это настоящая большая стратегия. Вот сейчас мы поговорим про стратегию, какой она должна бы быть, по идее, и кто ее вырабатывает. Как ни странно, нам поможет бывший главнокомандующий Вооруженным силам Украины Залужный, который только что написал прямо к нашему выпуску статью, где он сформулировал чрезвычайно внятно и емко генеральную мысль, которая покажется убогой, но эта мысль настолько верна, что от нее не отвертишься. Решающим является то, какое общество сможет дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое бремя затянувшегося конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для его продолжения. Это намного четче, чем многочисленные сентенции Зеленского. И ведь Залужный, обратите внимание, он не пишет в этой статье, кто победит. Он не говорит, конечно, это будет Украина. Ничего подобного. Он говорит о том, что проиграет тот, у кого окажется меньше терпения, меньше выдержки, больше капризов
Здесь как бы все на равных находятся, потому что, в принципе, вооружение и силы, так сказать, поскольку Россия сама себя ограничила форматом специальной военной операции, она не ведет глобальную войну, находятся примерно на одном уровне. Это и есть главное, что надо понимать. Почему вот все говорят, мы не сражаемся в полную силу, вот так и сяк. Вот человек написал, из этого и надо исходить. Украина будет продолжать наносить удары по НПЗ, делать все хуже и хуже, и каждая новая партия топлива, закупленная где-нибудь там в Индии или в Турции, она будет в то же время замещаться выпадающими мощностями остановленных заводов. По крайней мере, таков план. Сможет ли Россия что-то ему противопоставить, мы увидим, но сейчас свое слово сказала Украина. Обстоятельство, которое важно для будущего там, стратегического прогноза. Всего лишь одно из небольших. Чем дольше летит украинский дрон, тем больше ему нужно топлива. А он один и тот же. Чем больше у него топлива, тем меньше весит его боевая часть. И подлетая к Омскому заводу, он уже тащит совсем небольшую, так сказать, боеголовку-то, по сравнению с тем, что он может обрушить там, на ближней цели. А это означает, что кратно вырастает требование к точности. У тебя совсем немного уже взрывчатки. Но если украинцы добьются вот такой точности на таких гигантских дистанциях, это выведет, конечно, на другой уровень весь конфликт. Как это влияет на саму армию? Вот смотри, во всех частях, соединениях от полка и выше есть обязательное требование, никто его не отменял, неприкосновенного запаса. То есть любой полк, и там бригада, и все что угодно, должны иметь в нем каждая машина должна иметь в запасе 2 бака. То есть бак заполненный, и еще на 2 бака должно быть бензина, ну или там дизеля. Вот. Даже с этими вот огромными запасами, там, двойными, это очень небольшая часть от того гигантского потребления миллионов баррелей там, в сутки, которые потребляет Россия. Простые люди, которые заправляются на заправку. Армия совсем немножко берет на себя. Ну, а раз так, и мы видели, что эти удары по НПЗ нарастают, что это чей-то чужой стратегический план, который потихоньку начинает приводиться в действие. Кто-то уже должен это спрогнозировать, уже совершенно очевидные были вещи, что это будет. Кто такими вещами, с прогнозом и предсказанием должен заниматься? Оказывается, да, у нас в законе все прописано. О стратегическом планировании Российской Федерации, статья 23. Стратегический прогноз Российской Федерации разрабатывается по поручению президента на 12 и более лет с учетом данных, представленных федеральным органам власти. Исполнение корректировка производится каждые 6 лет. Это в мирное время, не военное. И статья 4. Стратегический прогноз Российской Федерации рассматривается Советом Безопасности Российской Федерации. То есть он выпускается регулярно, но, конечно, в условиях военного действия противник не будет ждать там 6 лет, когда ты обновишь свой стратегический прогноз. Он должен, Совет Безопасности, мониторить стратегическую обстановку онлайн бесконечно. Вот в Кремле окна должны быть темные ночью, а в Совете Безопасности они должны гореть, там спать не должны. Так что да, Совет Безопасности – это и есть главный орган, который должен в условиях военного времени постоянно мониторить изменения ситуации и прогнозировать действия противника. Такое ведомство, как Совет Безопасности, имеет свой аппарат и все необходимые средства для того, чтобы такой прогноз сделать. Оно запрашивает любые министерства, там, чего угодно. Проблем нет. И люди квалифицированные, да, если их надо набрать, тебе не хватает, ты тоже можешь это сделать. Но ты этим должен озаботиться. Это инициатива. А у нас инициатива как бы не самая сильная черта наших управленцев. Надо знать, кто такими вещами занимается в украинском правительстве. Это молодые люди, у которых мышление совсем не совпадает с мышлением генералитета российского, там, и генеральном штабе Министерства обороны и высших чиновников, которые в приличном возрасте. Там-то собрались молодые. У них не совпадают их личный опыт и все остальное. И что могут изобрести эти молодые люди? Наш, так сказать, штаб
если так образно говорить, да, может и не догадаться. Они в ближайшее время, помимо этого топливного кризиса, могут придумать что-то еще. И это надо предвидеть. Значит, должны быть соответствующие кадры, которые смогут это предвидеть. Вот сейчас я тебе прочитаю просто пример удачного стратегического предвидения, сделанного в 2017 году сотрудником Совета Безопасности. В современных условиях система передовых взглядов не может родиться в закрытой структуре. Она обязательно проявится на стыке последних инноваций в бизнес-сфере, информационных технологиях и социальной психологии. Многие методы вырастут из практического применения технологий завоевания рынков, финансовой и товарной экспансии. Осуществить такую работу только в рамках Минобороны вряд ли возможно. Генштаб всегда будет планировать свои операции, исходя из имеющихся ресурсов. От генералов и офицеров, воспитанных на существующей системе боевых уставов, нельзя требовать невозможно. И вот теперь предвидение. Инновационная идея скорее может прийти от какого-нибудь профессионального геймера, увлеченного своими игровыми фантазиями и вдруг открывшего необычное логическое решение военной игровой задачи. Ну так вспомним, что бывший министр информационного развития Украины, бывший основатель крупной там диджитал-компании Федоров, ныне министр обороны Украины, которого называют геймером, может быть, с презрением, да? Но это геймер в лучшем значении этого слова. Это тот, про которого в 2017 году и написал, собственно, в своей статье бывший сотрудник Совета Безопасности Владимир Денисов. Этот геймер, про которого он тогда написал, пришел в Министерство обороны Украины сейчас. Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Лайк не забывайте, с вас лайк. Да, и подписывайтесь на наш канал. Для нас это самое главное. Приглашаем, как всегда, в Twitch. За актуальными комментариями, конечно же, в Telegram-канал. И у нас к вам объявление. Следующего выпуска, вернее, выпуска в следующую субботу нас не будет. Потому что мы отправляемся в командировку. Да, вот. Как мы ее назовем? Просто небольшой отпуск. Но мы решили сделать для вас какой-то интересный материал не в Москве, так скажем. Приоткроем немножечко. Ну, так что, да, всем пока. До свидания, всего хорошего.